Добрый день, мои дорогие знаки зодиака. В этом месяце, к сожалению, будет расклад не такой, как всегда, но я вас помню, я не могла вас оставить совсем без расклада, поэтому будут у нас расклады несколько знаков зодиака в одном ролике. Расскажу вам по двум колодам, какие ключевые события вас ждут. И в этом ролике будет расклад для таких знаков зодиака, как Овен, Телец и Близнецы. Давайте начнем с Овна. Начнем с колоды Таро Райдера. Давненько я не пользовалась этой колодой. Сегодня захотелось, так как расклад не совсем обычный, с этой колоды достать карты. Дорогие Овны, остальные знаки зодиака, Тельцы и Близнецы, можете этот расклад перемотать, чтобы посмотреть свои карты. Ну а для тех, кто у нас по знаку гороскопа Овен, я желаю вам приятного просмотра. Так, первая карта для вас Овны на месяц сентябрь 2021 года. Это карта двойка мечей. По двойке мечей у вас может стоять какой-то выбор. Скорее всего, вы что-то обдумываете, может быть, принимаете какое-то решение, что-то в вашей голове, какие-то есть сомнения, переживания, может быть, даже сами с собой как будто бы боретесь, хотите вроде бы сделать какой-то выбор, принять какое-то решение, но у вас в то же время вас терзают какие-то сомнения и мешают вам определиться. По этой карте нужно не бояться. Еще, кстати, по двойке мечей, так как это воздушная стихия, каких-то переговоров, может быть у вас с кем-то несогласие во мнениях, ссоры, споры, конфликты. Либо же вот вы мечетесь и не можете определиться, что-то вы хотите выбрать из двух вариантов и переживаете по этому поводу. Так, Овны, давайте еще одну карту для вас посмотрим из этой колоды. И это карта тройка мечей. Здесь идет какое-то сердечное переживание, может быть вообще там даже любовный треугольник, если у вас что-то не ясно на вот именно любовном фронте, скажем так, какие-то могут быть разбитые сердца, или же это ваши конкретно сердечные переживания из-за какой-то ситуации, что-то вас тревожит, беспокоит и ранит ваше сердце, вы не можете, возможно, с чем-то определиться, либо кто-то вам сделал больно, и вы теперь думаете, какой выбор сделать правильный после той или иной ситуации, если она сложилась в вашей жизни. Но так как этот расклад на сентябрь, скорее всего, эти проблемы вы будете переживать в сентябре. Вам в этом поможет в вашей проблеме какой-то король жезлов. Это карты двора, это мужчина, скорее всего, достаточно взрослый, который поможет вам делом. Жезл у нас огненная стихия, стихия действий. И это не просто какой-то совет, это реальная какая-то поддержка. Может быть, человек подскажет вам ваш путь, что вам нужно делать, поможет вам оформить, возможно, какие-то документы. Либо же, если вы переезжаете, да, вы там... Ситуации жизненные разные бывают. Этот человек поможет вам, окажет вам моральную, физическую, финансовую поддержку, даст вам правильный совет. Это может быть какой-то коллега по работе, отец, брат, который вам окажет очень мощную поддержку. Вы не будете одни, так что не переживайте. Еще одну карту давайте посмотрим из этой колоды для вас, Овны. Так, и эта карта... Это карта Королева Пентаклей. Вот здесь у вас с деньгами все будет хорошо, и деньги вы получите. И по этой карте идет как больше распоряжение своими финансами. Вы будете в сентябре планировать, на что вы будете деньги тратить, либо же копить, либо инвестировать и вкладывать. Но деньги у вас будут, и вы будете этими деньгами распоряжаться в сентябре. Давайте теперь посмотрим с этой колоды для вас Овны карты. Сегодня мы достанем не как всегда 10, а всего лишь 7 карт, так как расклад на несколько знаков зодиака. Так, семерка кубков. У вас идет опять какой-то выбор, вы мечетесь, не можете принять решение, может быть, даже какие-то иллюзии, сомнения и воздушные замки, вы во что-то верите, либо в какого-то человека верите, что он изменится, либо в какую-то ситуацию, что она поменяется в лучшую сторону. Но здесь по этой карте, кроме иллюзий, идет еще выбор. Вы выбираете.
может быть, куда на работу пойти, может быть, вы выбираете вообще уволиться с работы или остаться, может быть, вы что-то покупаете, выбираете из нескольких вариантов, может быть, вы квартиру хотите снять, и вы выбираете, да. Здесь нужно определиться, выбрать что-то одно и следовать этому пути. Еще одна карта для вас, Овны, на сентябрь. Это карта очень хорошее, колесо фортуны. Все в вашей жизни наладится, все завершится благополучно, что-то изменит вашу жизнь. Может быть, какой-то человек, какая-то ситуация, но ваша жизнь поменяется в лучшую сторону, улучшится ее качество жизни, да. Может быть, какую-то работу вам хорошую предложат, может быть, вы что-то купите, там машину, квартиру, дом, закроете кредиты. В общем, какое-то очень хорошее изменение в вашей жизни ждет вас в сентябре месяце, дорогие Овны. Последнюю карту давайте для вас достанем, Овны, на месяц сентябрь. И эта карта смерть. Что-то закончится, завершится, вы сделаете какой-то выбор. Может быть, действительно, какие-то отношения закончатся, завершатся, для вас болезненные. Вы все-таки решите расстаться с этим человеком, уйти. Может быть, с работы уйдете, да, вы примете такое решение. Но что-то для вас в сентябре завершится, какая-то ситуация, какой-то цикл жизненный завершится. Поставите вы точку, может быть, вы переедете, примете новое решение какое-то. Неблагоприятный период в вашей жизни может закончиться, начаться что-то новое. Это карта завершения старого и начало нового этапа в вашей жизни. По колесу фортуны ваша жизнь действительно перевернется, плохое закончится, начнется хорошее. Вот такой вот расклад для вас, дорогие Овны, на месяц сентябрь. Я благодарю вас, что вы были со мной в этом раскладе. Ну а мы давайте посмотрим расклад теперь для Тельцов на месяц сентябрь. И тоже начнем мы с колоды Таро Вейта. И посмотрим 7 карт для Тельцов на месяц сентябрь. Что же, дорогие Тельцы, подскажет вам Таро в сентябре месяце? Первая карта для вас. Это карта сила. Это очень хорошая карта, старший аркан. У вас будет сила на все. Сила справиться с какими-то проблемами, сложностями. Сила справиться с новым режимом, с новым образом жизни. Если у вас что-то новенькое начинается, вы справитесь, вы сможете. У вас есть какие-то идеи, проекты, которые вы хотите реализовать. У вас все получится. Сила на вашей стороне. У вас есть уверенность в том, что все получится. И главное не сдаваться, следовать своему пути. У вас обязательно получится то, что вы задумали. Следующая карта для вас, Тельцы, король Пентаклей. Вам в этом может помочь какой-то мужчина, так как это король, да, карты двора, финансово помочь. Если вы что-то открываете свое, возможно, кто-то в вас вложится, инвестирует, поможет капиталом, да, либо же это просто ваш мужчина, который сделает вам хороший подарок. Может быть, это будет путевка, отдых куда-то, может быть, он просто даст вам денег, и вы купите то, что вы себе хотели. Кто-то поможет вам финансово, но это еще может быть какое-то учреждение, кредит, если вы берете, вам его одобрят. Какое-то, может быть, именно финансовое учреждение, которое выплатит вам деньги. Это могут быть деньги на детей, какие-то пособия. Но вот деньги в сентябре у вас точно будут. Следующая карта для вас, Тельцы, на месяц сентябрь. Это карта. Так. Смотрите, тоже выпадает, как и Овнам, двойка мечей. Какое-то у вас идет сомнение, выбор из чего-то. Так как это у нас больше мыслительный процесс, то в вашей голове вы выбираете, мечетесь, не можете определиться, какой-то выбрать для себя путь, какое-то направление. Вы вот как будто бы между двух огней соревнуетесь, может быть, с кем-то. Кто-то с вами не согласен, какая-то разница во мнениях есть. У вас идет такая вот борьба, метание между каких-то вариантов. Вы что-то вот выбираете, не можете определиться, найти какое правильное решение. Но сейчас посмотрим еще, что карта покажет. Я извиняюсь за посторонние шумы. У меня соседи, которые живут надо мной сверху, считают, что они живут в частном доме, и вокруг них нет людей. Поэтому я заранее извиняюсь за посторонние шумы. Следующая карта для вас, король жезлов. У вас прям будет вокруг вас, Тельцы, в месяце сентябрь какие-то мужчины, которые будут вам в чем-то помогать. Это человек, который поможет вам делом каким-то. Тоже у Овна попадала эта карта прям.
Интересно, это может быть отец, ваш муж, брат, сват, друг, коллега, товарищ, просто человек, с которым вы хорошо общаетесь, который вам в чем-то поможет, подскажет. Может быть, это какой-то нотариус, может быть, это какой-то риэлтор, либо же турагент, например, да, который вам выберет путевку, заключит какие-то сделки, документы, договора. Но этот человек поможет вам в действии, может быть, в вашем развитии. Если вы хотите развиваться в каком-то направлении, то этот человек как-то поспособствует вашему продвижению. Если у вас есть какие-то проблемы, то он их решит. С вами будут люди, которые вам помогут, так что, тельцы, в сентябре вы точно не будете одиноки. Так, давайте посмотрим теперь с следующей колоды 3 карты для вас, тельцы, на месяц сентябрь. Следующая колода. Так, это... Как такое может быть? Я точно такую же карту вытаскивала для Овнов. У вас тоже идет какой-то выбор. Выбор из вариантов. Вот вы мечетесь, не можете определиться, и у вас есть варианты. Хорошо то, что эти варианты есть, и у вас есть возможность что-то выбрать. Вам главное сделать правильный выбор, не ошибиться, а правильное, нужное решение найти. Если у вас есть какое-то незаконченное дело, какая-то ситуация и несколько вариантов решения ее, то обратитесь к людям, например, к какому-то человеку, который вам поможет сделать именно правильный выбор, принять правильное решение и выбрать тот вариант, который вам в дальнейшем в жизни поможет, окажется верным. Так, давайте следующую карту посмотрим для вас, дорогие тельцы, на сентябрь. Это карта Королева Кубков. Королева Кубков — это у нас женщина, очень такая, может быть, сострадательная, переживательная. Также это могут быть профессии как врачей, так и психологов. Человек, который может вам чем-то помочь, поддержать. Но здесь больше водная стихия, эмоций, добра. И человек, который вас выслушает, подскажет, поддержит, даст правильный нужный совет. Это, скорее всего, может быть ваша мама, либо сестра, либо подруга, с кем вы можете поделиться самым сокровенным. Этот человек вам будет помогать, оказывать какую-то психологическую поддержку. Опять-таки, это может быть таролог, нутрициолог, нумеролог, психолог, врач. Человек, который реально может вам чем-то помочь. В сентябре месяце такая женщина будет рядом с вами. Либо же вы, если вы будете в роли этой женщины, да, то вы будете кому-то в чем-то помогать, кого-то поддерживать, выслушивать, подсказывать. Если у вас профессии связаны с помощью людям, да, то у вас будет много, скажем так, желающих обратиться к вам за помощью, кому вы будете помогать. Так, точно так же, если вы мужчина, то, скорее всего, вы будете кому-то помогать, как финансово, так и какими-то действиями. Давайте, тельцы, посмотрим последнюю карту для вас на месяц сентябрь. Заключительную. Так, тельцы, это карта Рыцарь мечей. Это может быть какая-то поездка, командировка, связанная с работами. Видите, рыцарь здесь на коне, он куда-то мчится по каким-то делам важным, очень какие-то переговоры, встречи, могут быть командировки, поездки. Но также по рыцарю мечей это еще могут быть какие-то перемены, высказывание вот именно своих желаний, да, когда отстаивание идет своих интересов и точки зрения, как и по этой карте тоже. Это, знаете, карта больше советует вам избегать конфликтов. Если какие-то конфликты есть, вам нужно их избегать. Встреча может быть с каким-то вот именно красноречивым человеком, да, с которым у вас будет разница во мнениях, и вам нужно будет отстаивать свою позицию. Это вот могут быть какие-то проблемы, неприятности, агрессия какая-то, даже эгоизм, с другой стороны, да, человек, который с вами будет в такой вот перепалке словесной. Совет этой карты: нужно взять себя в руки и не вестись ни на какие провокации. Ну а также это еще отъезд, командировка и перемены. Так, вот такой вот у вас расклад получается на месяц сентябрь, дорогие тельцы. Я благодарю вас за внимание. Я обещаю, что расклад на октябрь будет более развернутым, общим, и надеюсь, что выйдет в срок. А мы давайте продолжим и посмотрим расклад теперь для близнецов. Дорогие близнецы, начнем мы с Таро Вейта. Посмотрим здесь 4 карты, основные самые моменты, которые идут у вас в сентябре. Так, близнецы. Ой.
совпали карты. Так, и первая карта для вас, дорогие близнецы. Это карта Королева жезлов. Королева жезлов символизирует у нас очень уверенную женщину, которая знает четко, что она делает, зачем она это делает, знает, знаете, как будто бы есть четкий план, которому она следует, и, скорее всего, либо это вы, либо рядом с вами такая женщина, которая очень уверенная в себе, у которой очень много планов, целей и задач каких-то, которые она постоянно решает. Может быть, это человек, который рядом с вами находится, либо же это вы будете обращаться к такому человеку, если у вас есть какие-то проблемы, вопросы, вам нужна чья-то помощь, то человек, который мастер своего дела, своей профессии, будет вам в этом помогать, либо же вы будете что-то делать для кого-то, потому что жезл у нас огненная стихия действий, и у вас будет очень много таких каких-то важных дел, даже может быть помощи в чем-то своим близким, друзьям, родственникам, в чем-то вы будете помогать, близнецы. Следующая карта для вас. Королева Пентаклей. Снова королева, деньги у вас будут, либо у этой женщины, которая рядом с вами, которая много трудится, много делает, много работает, будут деньги, да, она будет ими распоряжаться, распределять, куда нужно их потратить, либо это вы за свою сделанную работу получите деньги, деньги у вас будут в сентябре, так что за это даже можете не переживать, не волноваться, но это также может быть еще распределение финансов на те нужды, которые каждый день существуют, да, на какие-то, может быть, новое обучение, образование, помощь своим близким, либо же кто-то вам поможет деньгами, и кому-то вы обратитесь за помощью. Снова деньги. Здесь у нас уже идет девятка пентаклей, и деньги у вас точно будут. Деньги есть, деньги растут, прибавляются, и по девятке пентаклей это хорошая какая-то сумма. Может быть, вы хорошую какую-то сделку, да, за свою проделанную какую-то работу получите, хорошее вознаграждение. Может быть, это будет премия, какой-то удачно заключенный контракт. Это может быть... Если вы разводитесь, это может быть получение алиментов, получение материального какого-то пособия, помощи от финансового учреждения, например, от государства, от бывшего мужа, от сделки какой-то. Может быть, вы квартиру, машину продадите, у вас будут деньги. Тем не менее, карта показывает на то, что деньги в сентябре месяце у вас будут. Довольно-таки хорошая сумма. Так, близнецы, давайте следующую карту посмотрим. Для вас эта карта. Это карта четверка кубков. По четверке кубков это очень хорошая карта, эмоциональная. Могут быть встречи в кругу семьи с тем, с кем вы давно не виделись. Может быть, кто-то приедет, кто-то вернется, с кем вы встретитесь. Может быть, это будет просто компания друзей, в которой вам приятно проводить время. Вы куда-то поедете вместе на природу, на отдых, на дачу, на выходные. Это застолья могут быть, это праздники с подарками и цветами. Это все, что связано с приятными эмоциями, с близкими людьми, встречи друзей, родственников, коллег по работе, какие-то мероприятия совместные, посиделки, вылазки, корпоративы, путешествия, поездка в родительский дом, встреча с родителями, приезд родителей, приезд внуков. Это вот такая семейная, очень приятная, душевная карта. Так, близнецы, давайте теперь еще 3 карты посмотрим с этой колоды. Первая карта для вас на сентябрь, дорогие близнецы. Сама вылезла. Королева кубков. Королева кубков показывает у нас женщину. Либо это вы, эта женщина, да, которая очень такая вот впечатлительно эмоциональная, готовая помочь, как мать Тереза, распростертыми объятиями спешит ко всем на помощь. Рядом с вами такой человек может быть, приедет к вам такой человек, да, но очень приятный, который готов помочь. Это может быть врач, если у вас какая-то проблема, если этот человек вам поможет и поймет вас, поддержит, либо же вы будете кому-то чем-то помогать. Но, скорее всего, это какая-то женщина, человек. Если вы мужчина, то, скорее всего, рядом с вами такая женщина будет. Если вы женщина, это может будете вы.
кого-то в чем-то поддерживать, помогать. Но этот человек однозначно очень добрый, такой вот, который принимается близко к сердцу, который проживает через себя все ситуации, который может оказать эмоциональную поддержку. Следующая карта для вас, близнецы, на месяц сентябрь. Так, это карта семерка мечей. По семерке мечей здесь либо вы куда-то убегаете, забрав свои вещи так быстро в спешке, куда-то уезжаете, может быть, какое-то вам будет предложение, вы соберетесь, куда-то уедете, возьмете какие-то вещи, куда-то поедете. Еще по этой карте идут не совсем честные какие-то мероприятия, сделки, может быть, какой-то обман со стороны другого человека, который что-то может у вас украсть, обмануть. Будьте осторожны, по семерочке мечей здесь какая-то нечестная игра может быть. Следите внимательно за своими вещами, следите внимательно, что вы подписываете, читайте договора мелким шрифтом, не доверяйте первым встречным незнакомцам, будьте осторожны. И по этой карте может кто-то что-то в сентябре месяце вам встретится не совсем честный, порядочный человек, но близнецы, помните, что расклад общий, проиграется не у всех. Сколько близнецов на планете Земля, естественно, у кого-то проиграется та или иная карта по-своему, у всех разные ситуации, поэтому я напомню еще раз, что расклад общий, не конкретно под какого-то определенного человека, его жизненную историю. Следующая карта и последняя, заключительная для вас, близнецы, это пятерка жезлов. У вас идет какая-то борьба. Это может быть внутренняя борьба. Вы боретесь со своими какими-то комплексами, неуверенностью. Я вот не могу, я хочу, но я боюсь, у меня не получится. Может быть, что-то вы в себе борете, либо что-то вы, вот знаете, у вас внутренняя борьба может быть, что у вас что-то не получается, вы из этого расстраиваетесь и как бы сами с собой ведете внутреннюю вот такую вот борьбу. Но это еще может быть и целенаправленная какая-то борьба, конкуренция между какими-то людьми, может быть соперничество на работе, да, с кем-то вы соперничаете, чтобы больше денег заработать, может быть получить место лучше в институте, если вы куда-то поступаете, у вас есть там конкуренты какие-то, и вы боретесь за свое место под солнцем, скажем так. Может быть, у вас какой-то есть магазин, либо какой-то свой бизнес. Вокруг вас еще есть люди, которые тоже хотят получить это место под солнцем, да, лучшие заказы, лучших клиентов. И у вас идет вот такая вот борьба за победу. Здесь в сентябре месяце какая-то у вас конкуренция, борьба, может быть внутренняя, может быть действительно с какой-то вы организацией, фирмой, учреждением, студенты, кто-то между собой, вот в чем-то вы в сентябре соревнуетесь, чтобы быть лучшим. Это карта соревнования, карта показывает жезл огненной стихии, вы будете кому-то что-то доказывать, что вы лучше, что вы достойны именно там этого места в институте, или этой должности, или этой квартиры, да, что если вы хотите какую-то квартиру купить, еще есть там какие-то покупатели, и вы будете бороться, чтобы она вам досталась. Ну, я думаю, вы поняли. Такой вот расклад получился, близнецы, для вас на месяц сентябрь. Я благодарю вас, что вы посмотрели расклад даже в таком формате. Буду стараться делать форматы прежними, как они были, но в жизни бывают разные обстоятельства. Я все равно стараюсь вас не оставлять без расклада, хотя сейчас уже вот 11 ночи. Я все равно помню о вас, переживаю, и хоть так, но пытаюсь для вас быть полезной и хотя бы какие-то подсказки вам дать на месяц сентябрь. Вот такой вот у вас расклад. Увидимся в октябре. До скорых встреч. Пока-пока.